Доброго времени суток, дорогие друзья! Как обычно, начинаем с таверны знати. Я немножко поменял список желаний и поставил в него нового героя Пипу. Откроем же первую десятку. Посмотрим, повезет, не повезет. Вот, 6 синих, это уже хорошо. Главное, что не 3, не 4 синих. Так, пройдем немножко кампанию и продолжим открывать новых героев. Я накопил 2800 кристаллов и у меня есть даже обычные свитки. Переходим в таверну знати. Первая десяточка. Ага, начнем, наверное, с фракционных. Открываем могилы рожденных, чтобы выбить новые копии Деймона. И падает нам Изольд. Это 4-я копия Изольда. Можно будет его апать на Лег Плюс, когда будет корм. И откроем обычных 10 свитков, только кристаллами. Выпадает нам по стабильности 4 синих, но я не удивлен. Так, пройдем, наверное, еще кампанию немного. Переходим на 14.36 и сразу покажу, что аккаунт без доната. И теперь можно открывать дальше свитки. Открываем десяточку и смотрим. Так, есть фиолетовая, замечательно. Кто у нас? Фераэль. Это 4-я копия Фераэля. Теперь у меня есть 4 Изольда и 4 Фераэля. Замечательно просто. Просто замечательно. Нужно лишь корм. Ну и корм на Деймона еще на Миф Плюс нужен. Передвигаемся на 14.38 и идем проходить вершину времени Змеиное болото. Как вы можете увидеть, до этого все вершины я допроходил уже. Эта вершина времени не особо сложная, ну даже тут боссы в принципе не особо сложные. Думаю, особого труда у вас не составит ее пройти. Правда, здесь артефакты дают только за маленькие кемпы врагов, за большие ничего не дают, поэтому большие не обязательно все проходить. Проходить нужно только те, которые закрывают вам путь. Если вам путь не закрывают, можно их вообще не проходить. В данной вершине времени мы получим новый артефакт, меч, и немножко обычных и фракционных свитков. Так что стоит эту вершину проходить как можно быстрее. При нынешнем моем составе меч мне не нужен, но все же я его получу. Проходим быстро и собираем все награды. Ускорил в 5 раз данное прохождение. Трудностей не возникало абсолютно при прохождении, поэтому так все легко и получилось. На данном прохождении я использовал наемника Сауруса плюс 30 белого, чтобы проходить легче. Проходил двумя героями, как обычно. Это Деймон мой и наемный Саурус. Без Сауруса я, конечно же, вряд ли бы прошел. А на боссах еще использовал наемного Пипу или наемную Пипу. Но она наемная в плане, что дается на 3 суток всем игрокам. Поэтому я ее взял и использовал. Довольно-таки сильный герой, я бы сказал очень сильный. Из-за того, что она может ультовать как Тази, а может ультовать как Немора. Соответственно, когда нужно подхилить, она хилила, когда нужно дать сон, она давала сон. Это просто замечательный герой. Мне очень понравился. Еще тем, что он подкидывает союзника и кидает в толпу врагов, при этом станя врагов. Это тоже очень приятно. После каждого боя я старался делать так, чтобы у моих героев оставалась полная энергия, чтобы в следующем бою они сразу могли ультовать. И вам советую также всегда делать. Для этого отключаете автобой, и когда видите, что ваша команда уже практически победила, отключаете, собственно, автобой и наполняете энергию всем героям. Вот уже остался и последний босс. Забираем этого босса, и за ним лежит артефакт. В принципе, я не пойму, зачем они дают возможность выбора реликвии, когда это последний босс. Забираем меч и переходим проходить дальше кампанию. Передвигаемся на главу 15.1 и сразу же открываем свитки. 10 фракционных свитков могила рожденных. И смотрим. Ага, 5 синих. Ну неплохо. Не 4 уже, 5. Так, и еще надо открыть 5 свитков, чтобы получить синьку. О, ничего себе, сразу с первой. И кто тут у нас? Лика. Замечательно, это 4-я вроде бы Лика. Можно будет ее возвысить на Лег Плюс. Корм, по-моему, тоже был. Так, да, открываем. Последнее открытие, забираем синьку. Так, есть, все. Синьку забрали, можно будет героев подкачать. Сразу заюзаем. И можно прокачать немного Деймона. Ну как, чуть-чуть совсем прокачал. И теперь можно дальше проходить кампанию. Передвигаемся на 16.1 и идем, конечно же, открывать свитки в таверне знати. У меня есть 12 фракционных свитков. Сейчас откроем могила рожденных.
Так, смотрим. О, 3 синих, ничего себе. Антирекорды ставим. И сразу же 2 последние карты также откроем. Посмотрим. Ничего. И еще можно теперь десяточку открыть и забрать карту. Да, открываем несколько фракционных свитков, которых я получил с прохождения вершины времени. И обычные свитки также. Начал я с обычных свитков, естественно. Ничего не падает абсолютно. Вообще пустота. Надеюсь, фракционных что-то выпадет. Надеюсь. Смотрим. 4 свитка есть. Хотя бы фиолетового дало одного. Нет, не дает ничего. Ничего. И последнее. Ничего. Синька и зелень. И карточку мы откроем в лесных жителей. Мне нужен корм на лику, чтобы ее апнуть на лек плюс, потому что игра не дает мне проходить. Поэтому нужно с лесных жителей копию искать какую-нибудь. Так, Немора. Замечательно. Это вторая Немора, которую я скормлю в лику. Как-то так. По героям. Так, купим сразу шарды и откроем их. Что тут у нас выпадет? Ага, Ведан. Замечательно. Это будет корм на Деймона. Так, сразу делаем из Ниру редкий плюс, по-моему, она называется. Мне нужно чуть-чуть корма, и можно будет апнуть. Так, из астрономического зала, который у меня открылся на 16 главе, я, наверное, еще пока не знаю, кого я буду выбивать, немножко позже. Так, передвигаемся на 16:10 и идем сразу же в астрономический зал. Буду я выбивать, конечно же, Илью и Лейлу, чтобы фармить постоянно легенду в искаженном мире. С первой десятки всегда выпадает копия, поэтому 100% я получу Илью и Лейлу. Естественно, я ее получаю, я не удивлен. Это нормально. Ни разу еще не было у меня на аккаунте, чтобы с первого открытия не падала копия. И, естественно, побочные награды какая-то ерунда. Но ничего страшного, главное, что есть теперь Илья и Лейла, и в искаженном мире постоянно будет легенда. По составу, в данный момент я использую вот такой вот состав, и игра просто не дает мне дальше проходить, потому что БР очень низкий. Ну что, продвигаемся дальше. Прокачал я немного героев и передвинулся на 16:32. Сейчас подытожим все. Данный состав, которым я прохожу, на данный момент с Люцием. Всех остальных вы видите. Но чтобы пройти 16:32, мне нужен Ларсан. Но с Ларсаном я не могу начать бой. Вот таким составом в основном я проходил всю кампанию. Ну, когда Пипа вышла. Дальше, по самим героям. На Деймоне у меня уже есть 2 миф-шмотки. Ботинки я купил их за кристаллы, так как не хватало мне мощи, чтобы пройти этапы. А шлем выпал с АФК наград. В принципе, ботинки можно было не покупать за кристаллы, а подождать, пока накопятся монеты гильдии, но это слишком долго. Я сейчас бы где-то находился на 15 главе в начале, поэтому пришлось их купить. С помощью них я повысил себе БР и прошел, естественно, до 16 главы. И благодаря этому у меня открылась и бездна, и астрономический зал. Персональный артефакт я прокачал на плюс 8, потому что успел купить серые эмблемы в ивенте, который вот недавно закончился. Дальше. Вот такой вот у меня Люций. Башмаки я переодел, башмаки и тело с Деймона на Люция. Потом я использую Лику, ее прокачал, в нее скормил я Немору. Немора мне не нужна. Потом, в Деймон у меня, кстати, миф плюс. В него я скормил Шимиру. Да-да, Шимиру. Такой вот Орден, его не использую. Эйрон, пока что всего лишь Элит плюс, но шмот более-менее. И Ларсан, шмот так себе, тоже Элит плюс. Идем дальше. Вроде бы все по составу. Так, вот подарок за первый донат. Доната на аккаунте не было. Серверу 11 дней. Дальше, по вершинам времени. Полностью я прошел 9 вершин времени. Начал 10-ю проходить, покажу в следующем выпуске, когда ее допройду. Она пока что всего лишь на 57%. Потом, по башне короля. Я на 186 этаже, и открылась у меня уже фракционная башня. 186 этаж, это 13 место по серверу.
Идем дальше. По арене. В первой арене я нахожусь на 5-м месте, во второй на 10-м. Донатеры душат нереально, просто нереально. Донатят, развивают героев и душат. Просто берут и душат. А в первой арене я на 5-м месте. Здесь, конечно, можно и первое апнуть, но в этом пока что нет никакого смысла тратить просто так билеты. Дальше, по турнирному магазину. Половину монет я уже насобирал. Когда будет 150 тысяч, куплю первого героя. По обычному магазину, как обычно, скупаю пыль. По гильдейскому магазину уже доступны миф-шмотки, но нет пока что жетонов. По казармам 2 фиолетовых скупил, остальное не покупал. И по магазину лабиринта еще не определился, кого я буду собирать. Пока что скупаю только шарды синие, потому что мне нужен корм. Так, дальше. У меня открылась экспедиция в бездну. Я перешел в свой клан, чтобы вступить с ними в бездну. Я брал почетную бездну, будем пробовать взять принца на данном аккаунте. Это будет очень сложно, но будем пытаться. По наградам тут очень вкусные награды. Можно будет и жетончиков взять, и взять эмблем красных. Вообще замечательно. И, конечно же, астрономические карты. По дубовой роще, она же гостиница. Я каждый день сюда захожу и собираю сундучки с друзей, у которых гостиница уже открыта. Там дают и кристаллы, и пыль фиолетовую. Замечательно просто. Главное не забывать туда заходить. По гильдейской охоте. На врице я наношу 30 миллионов урона. Но наношу я это все с помощью Сауруса наемного. Без Сауруса, конечно, было бы мало. Около там 8 миллионов. Ну что есть, то есть. Если есть возможность брать такого Сауруса, почему бы и нет. Также открылось у меня звездное поле. И я уже апнул несколько звезд, которые дают то золотые монеты с АФК наград, то базовое количество ежедневных наград опыт героя дают. Это синька, 182 тысячи. Ну, замечательно. В чаше открылось немного. Это плюс 15% монет лабиринта. Замечательно. И шлем открылся. Тут дают жетоны усиления, чтобы шмотки качать. И дают плюс 15% к монетам в гильдии. На боссах гильдии. Дальше. По дереву мне не хватает еще одного уровня. Для этого нужно возвышать героев. Потом можно будет качать ветки. Но это будет в следующих выпусках уже. Ну и в принципе все. Все показал, что можно. До встречи в следующем видео.